Наступила весна и наконец-то вышел Horror Tale 3 от студии Euphoria Games, который продолжил историю кролика-маньяка. Сегодня мы разберем эту игру поэтапно и составим теории о 4-й части игры. Будет очень интересно. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Погнали! Сюжет и задумка. По сюжету, после событий второй части, где мы спасли девочку по имени Саманта, наш главный герой Томми осознает, что Сэм после использования горелки повредила лодыжку. Короче, ее слили из сюжета. Мы узнаем о том, что за последние сутки был похищен наш друг Ральф. И главный герой, разумеется, единственный, кто должен разгребать тонну всех этих заданий и спасти весь город от маньяка. Конечно, по законам жанра этим должен заниматься исключительно подросток. Пока мы собираем ловушку, появляется Итан, и теперь нам предстоит перемещаться между несколькими локациями, среди которых новая канализация, цирк и лес. Чтобы освободить Ральфа из заточения, сделать лечебную повязку для Сэм с помощью народной медицины, а также сфоткать все руны и раскрыть тайну нового персонажа ведьмы Ванды, которая все это время гипнотизировала Итана, внушая ему, что она его отец, звучит очень странно, дает ему новую суперспособность, которым меня реально пугало во время прохождения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, это капец. Персонаж, он такой, нет, это прям, не-не-не-не-не. В конце концов мы идем на поводу у Ванды, Сэм похищает, и в финале игры мы наивно предполагая, что справимся с волшебницей, идем прямо к ней. По итогу Томми больше не сможет вставлять посреди геймплея свои каламбурчики, и мы увидели сестру Итана. Конец. Что могу сказать? Сюжет у игры явно развивается. Радует, что в третьей части, сюжетной части игры, уделяется намного больше времени, раскрывая множество секретов Итана и его истории. По факту, именно третья часть Horror Tale отвечает на большинство вопросов, которые возникали у нас раньше, тем самым делая эту главу очень важной. Мы получили раскрытие и Итана как главного злодея саги, и Ванды как совершенно нового героя, которая, по моему личному мнению, получилась очень крутой и харизматичной злодейкой. Ну а финал игры вышел, я считаю, достаточно эпичным и достойным. Конечно, взаимодействие между Самантой и Томми получились не столь сильно раскрывающими их отношения. Они даже не поцеловались и скорее являлись больше фан-сервисом для фанатов. Но спасибо, что они хотя бы есть. Несмотря на то, что Саманта играла роль персонажа типа «я буду сидеть тут, а ты делай то, что я тебе скажу». Новый герой Ральф, я уверен, тоже заполучил своих фанатиков и вышел местной версии Чарли из Ice Cream. На самом деле очень хочется верить, что мы увидим этого пухляша в 4 главе, о которой мы поговорим позже. Хорошо ли то, что история растянулась минимум на еще одну часть? Вопрос интересный. Но я думаю, что это было не то чтобы необходимым решением, но явно ожидаемым. Мое личное мнение, что минимум еще одна часть не помешала бы, раз уж нам так сильно хотят показать нового злодея Аню, полностью убрав с радаров Итана. Ход довольно интересный и, будем честны, неожиданный. Я оцениваю сюжет на 4 из 5. За повторение предыдущих 2 глав через кассету в начале тоже лайкос. Это, конечно, все хорошо. Мне хотелось бы рассказать вам о крутейшем дискорд-сервере Элемент. Элемент — это уютный уголок для творчества, веселья, отдыха и поиска друзей. Место, где повседневные проблемы и переживания отходят на второй план. На сервере добрые и отзывчивые администраторы. Здесь проводятся разные ивенты, смотрят фильмы, озвучивают аниме, поют песенки даже. Также на постоянной основе организовывают турниры с денежными призами и раздают нетрушки в войсе. Каждый сможет найти себе компанию по интересам или тиммейтов, такие игры как Dota 2, Valorant, CSGO и вообще многие другие. Заходи на Элемент, заведи интересные знакомства, а может ты здесь найдешь и вторую половинку. Ссылочка на этот крутой, реально крутой дискорд-сервер в описании. Музыка и звуки. Музыка в игре на очень хорошем уровне, как и всегда. Звуки довольно реалистичны и хорошо вписываются и отлично отражают атмосферу игры, как и озвучка персонажей. Помимо хорошей озвучки Томми, мы имеем охеренный голос у Ванды, который отлично дополняет ее образ. There's very little time left until the solar eclipse.
За эффект эхо у Томми в локациях и за такой электрический голос Уитона ставлю лайк прямо сейчас и оценку 5 из 5 за музыку и звуки. Давайте переходить наконец-таки к геймплею. Геймплей у игры, как и ожидалось, повторяет концепцию предыдущих двух частей, что было очевидно, но при этом хорошо дополняется. Во-первых, наконец-то мы получили систему сохранений в игре, что действительно очень сильно помогает, ведь игра кидает довольно серьезный вызов, явно не на 15 минут. Насчет геймплея он стал более насыщенным и, я бы даже сказал, интересным. Головоломки все так же забивают большую часть игры и, возможно, даже стали сложнее для некоторых игроков, но они явно не скучные. Графика в игре стала заметно лучше и приятнее глазу, что не может не радовать. Новые локации приятно удивили меня, отлично показывая свой антураж. Впрочем, как и всегда, кат-сцены стали занимать намного большую часть геймплея игры, давая игроку отдохнуть и насладиться сюжетом и неплохими диалогами с парочкой шуток, хоть и анимации в некоторых моментах становятся похожими на вот это вот странное пьяное виляние героев из стороны в сторону. Ну да ладно. Что касается шуток, очень приятно наблюдать за тем, как Том вновь озвучивает свои действия, добавляя намного больше шуток по типу приколов за 300 и даже умудряясь сломать четвертую стену. Сам по себе игровой процесс стал более разделен на несколько этапов, отчего и кажется намного длиннее, постепенно подпуская к финальной части игры. Особенно та часть с расследованием рун после спасения Ральфа. Особенно порадовала новая гиперскорость у Итана, отчего он реально стал для меня врагом пострашнее. И, о боже, наконец-то Том сменил свой имидж. А то, знаете ли, не очень хочется смотреть на один и тот же облик героев на протяжении всей игры. Это круто. Что ж, думаю, для всех очевидно, что масштаб игры стал быть намного больше и разросся до небывалых высот, накаляя обстановку еще сильнее. Решать только вам, стоило ли вообще приплетать в Horror Tale всю эту магию, или же можно было обойтись без нее, сделав не менее интересный проект про похитителя детей. В любом случае, я оцениваю игру на 4 из 5, как и сам геймплей. Давайте теперь немного поговорим о теориях четвертой части игры. Итак, все, что мы знаем, это то, что Том превратился в деревянную куклу, а также мы увидели сестру Итана в конце игры. Ее зовут Анна. Скорее всего, в четвертой части мы будем играть за Саманту, на что нам намекали на протяжении всей третьей части. Поскольку Итан теперь свободен от чар Ванды, а его сестра теперь наш враг, сам Итан будет помогать Сэм одолеть Ванду, что является довольно неожиданным, но довольно очевидным поворотом сюжета. Ну, мы, конечно же, посмотрим, что из этого выйдет, какие локации нас ожидают в четвертой части и посмотрим, выйдет ли она вообще. А на этом я этот разбор заканчиваю. Напишите свое мнение об игре в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. I love that shit. Give it to me good, no, I won't get sick. Give me all your